Здравствуйте, друзья! С вами Дина, и я приветствую вас на канале Коллекция рецептов. Осень – время сбора урожая и заготовок на зиму. И сегодня предлагаю приготовить два рецепта абхазской аджики из красного и зеленого перца. Речь пойдет о продукте, который готовят на Кавказе, и у многих семей есть свой рецепт такой аджики. Я не претендую на то, чтобы называть мой рецепт классическим, а просто покажу, как я готовлю ее для своей семьи. Абхазская аджика – это бесподобно ароматная и вкусная концентрированная приправа ко многим блюдам. Как правило, я использую ее в качестве добавки в борщи и супы, особенно харчо, при мариновании шашлыка, при запекании птицы или крупных кусков мяса, для приготовления томатных или сметанных соусов и других блюд. На моем канале в плейлисте «Заготовки и консервация» есть и другие интересные и вкусные рецепты заготовок на зиму. Посмотрите, если не видели. Ссылочку на плейлист оставлю в описании под видео. Итак, приступим. Для начала приготовим аджику из зеленого перца. Ее мы стараемся использовать в первую очередь, поскольку такая аджика содержит свежие травы. Для ее приготовления нам понадобится зеленый острый перец. Лучше, если он пару дней полежит на кухне, слегка подвянет и будет не таким сочным. Но можно готовить и из свежего жгучего перца. Также нам понадобится чеснок и по большому пучку зелени, базилик, кинза, укроп и петрушка. И какая же абхазская аджика без сухих трав и специй? Полный список ингредиентов на оба рецепта вы найдете в конце видео и в описании. Все продукты нам необходимо тщательно измельчить до пастообразной консистенции. Для начала займемся перцем. Его необходимо помыть и обсушить. Из перца можно удалить семена, так аджика будет менее жгучей. Но я удалять не буду, а прокручу на мясорубке вместе с семенами, поэтому я срезаю у перца только плодоножки. Хочу обратить ваше внимание, что при работе с острым перцем нужно одеть перчатки. Я это сделаю, когда начну его измельчать. Перец я подготовила, и сейчас вместе с чесноком и зеленью его необходимо прокрутить на мясорубке с самой мелкой решеткой. Пропускаем через мясорубку перец. Если он сильно крупный, разрежьте его так, чтобы вам было удобно. Измельчать продукты желательно на свежем воздухе, на летней кухне, на балконе или как минимум при открытом окне. Вслед за перцем отправляем в мясорубку очищенный чеснок, а как его легко почистить, я рассказывала в одном из предыдущих видео. Ссылочку оставлю в описании. Далее измельчаем свежую зелень. Ее в этом рецепте идет достаточно много, минимум по 100 граммов каждого вида. Базилик лучше использовать зеленый, но у меня такого не оказалось. Я взяла фиолетовый. У него надо удалить грубые стебли и оставить только листики и молоденькие веточки. Кинзу, укроп и петрушку пропускаем вместе со стебельками. Измельчать все продукты для этого рецепта можно не только на мясорубке, но и с помощью блендера. После того, как мы смололи перец, чеснок и зелень, массу перемешиваем и добавляем сухие специи и травы. У меня сушеные кинза и базилик. А из специй хмели-сунели, уцха-сунели. Но если у вас такой нет, добавьте еще хмели-сунели. Свежемолотый кориандр, черный перец и крупную соль. Соли в этом рецепте идет минимум 100 граммов на килограмм перца. Еще раз все хорошо перемешиваем. И снова пропускаем всю массу через мясорубку. Желательно повторить эту процедуру 2-3 раза, чтобы получить максимально однородную пастообразную консистенцию. Вот такая зеленая аджика у нас получилась. Оставляем ее на кухне, периодически помешивая минимум на 3-4 дня, чтобы прошла ферментация и часть жидкости испарилась. А затем раскладываем ее по маленьким баночкам и храним в холодильнике. Закатывать и стерилизовать не надо. Такая аджика называется сырая. Она более сочная, ароматная и ценная в отношении содержащихся в ней витаминов, ведь готовится с максимальным количеством свежих ингредиентов. А сейчас приготовим красную аджику. Этот рецепт не содержит свежей зелени. Она более густая, пастообразная, маслянистая за счет большого содержания орехов. Итак, приступим. Перец подготавливаем, как и в предыдущем рецепте. Чем он будет суше, тем гуще получится аджика. Но ее можно готовить и из свежего перца. Также нам понадобится много грецких орехов, чеснока
и специй. У красного перца, как и у зеленого, отрезаем плодоножки и по желанию можете удалить семена. Я не удаляю. Еще раз напоминаю, что все действия с острым перцем нужно производить в перчатках и при необходимости в медицинской маске. Перец подготовлен, и сейчас его нужно вместе с орехами и чесноком прокрутить на мясорубке. Я пропускаю перец целиком, но если он слишком крупный, можно его разрезать. Следом отправляем в мясорубку орехи. Я их не подсушиваю, но это на ваше усмотрение. Готовить эту аджику можно и без орехов, но именно они снижают жгучесть, придают ей пастообразную масляную текстуру и особенный мягкий вкус. Остается прокрутить чеснок. Измельченную массу перемешиваем и добавляем специи: уцха-сунели, хмели-сунели, измельченный кориандр и крупную соль. Еще раз все перемешиваем и вновь пропускаем через мясорубку. Наша абхазская сырая аджика готова. В отличие от зеленой, она более густая и вязкая. Раскладываем ее по баночкам и храним в холодильнике. Итак, друзья, я показала вам два рецепта абхазской аджики. Такая аджика сохраняет большую часть витаминов, так как остается в свежем виде. Она не проходит тепловую обработку, готовится без стерилизации и добавления уксуса. Зеленая аджика хорошо сохраняется до следующего сезона, а красная может храниться несколько лет, но только в холодильнике. Предлагаю приготовить и попробовать оба рецепта этой замечательной аджики. Уверена, что вы найдете ей применение для приготовления своих любимых блюд и откроете для себя совершенно новые вкусы. Острый перец – продукт сезонный, поэтому не упустите возможность сделать эту необыкновенную заготовку. Желаю вам удачи и приятного аппетита! Друзья, если вам понравились эти рецепты, не забывайте поставить лайк. Спасибо, что делитесь моими видео и оставляете свои комментарии. Если вы впервые на канале Коллекция рецептов, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые рецепты. У меня на канале есть плейлист «Заготовки и консервация», где каждый найдет что-то интересное для себя. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч, до новых вкусных рецептов.